Киев оказался в тяжелой ситуации. Столтенберг заявляет о том, что Россия атаковала страны НАТО. Беларусь сближается с Ираном. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина может ударить по российским городам с западным дальнобойным оружием. Какие цели первые в списке? Что ж, это решение за Украиной. И Украина имеет на это право. Украина на грани. Новые неутешительные данные ГУР. Украина не способна победить Россию на поле боя. В ближайшее время возможна оккупация еще одного города. Наша проблема очень проста. У нас нет оружия. Российские войска вошли на американскую базу в Нигерии. Чем чревата встреча военных Вашингтона и Москвы? И опять же, я всегда сосредоточен на безопасности и защите наших войск. И мы будем продолжать следить за этим. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под нашим роликом. Начинаю. В России в пятницу в разных регионах звучат взрывы. О неких хлопках в Московской области и Ленинградской сообщали пропагандисты. А уже днем горячо было в Белгородской области. По данным местного губернатора Гладкова, в пятницу в небе над областью были зафиксированы беспилотники. В результате атаки одного из них произошел взрыв на газозаправочной станции в Шебекино. Напомню, в ВСУ неоднократно говорили о том, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России наносятся с целью нарушить логистические цепочки военной машины Кремля. Украинские военные могли улучшить свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества в Луганской области. Речь идет о позициях к югу от города Кременная. Об этом пишет Американский институт изучения войны. В то же время аналитики этого же института сообщают о том, что российские войска продолжают наступление вдоль лінії Куп'янськ-Сватово-Кременная. Росіяни після реорганізації, а також перегрупування, особливо групи військ «Захід», спробували активізуватися як по Лиманському напрямку, так і по Куп'янську. Але щодо Куп'янська є цікавий момент. І це саме те, про що я і казав. Зараз в районі Сіньківки, якщо подивитися мапу Deep State, фактично не відбувається якихось глобальних змін. Але зміни відбуваються. Саме в напрямку Лиман-1 Сили оборони України вже не перший тиждень реалізують дуже цікаві системні контратакуючі дії, які дозволили за останній час повернути під свій контроль декілька позицій. Отже, відбувається просування в напрямку Лиман-1, є зайняті позиції і фактично Синьківка укріплюється напередодні, мабуть, більш потужних наступальних дій. И еще о событиях в Луганской области. Более сотни российских военных оказались в зоне поражения ракет «Атакамс», которые США передали Киеву. А синт-аналитики говорят именно о таком количестве уничтоженных оккупантов на полигоне недалеко от села Можняковка и Кубань в Луганской области, пишет Newsweek. На кадрах, которые были сняты разведывательным дроном, видно большое количество вояк, которые прибыли на место дислокации. Украинские военные и аналитики сообщают, что удар наносился 3 ракетами. Место удара находится в тылу россиян, лишь в 80 километрах от линии фронта. Издание Newsweek сообщает, что у Шойгу не ответили на запрос журналистов о потерях российской армии на этом полигоне. Шойгу просто молчит. Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России. Громкое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон, который с необъявленным визитом побывал в Украине. Что касается того, что делают украинцы, то, на наш взгляд, это их решение о том, как использовать это оружие. Они защищают свою страну, они подверглись вторжению Путина, и они должны предпринять эти шаги. Давайте внесем абсолютную ясность. Россия начала вторжение в Украину, и Украина имеет полное право нанести ответный удар по России. В том числе и внутри России? Что ж,
Это решение за Украиной. И Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины. Вы должны понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя, что она изгоняет русских из своей страны, и что у нее есть возможность нанести ответный удар. Напомню, что в частности Британия передавала Украине ракеты Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 250 километров. С первого дня войны все западные союзники акцентировали внимание на том, что их оружие вооруженные силы Украины могут использовать только на территории Украины. Конечно же, подразумевая и те территории, которые считаются оккупированными, например, Крым. Также глава британского МИД пообещал, что Лондон будет выделять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи. И это будет происходить столько, сколько будет необходимо. Это была цитата. Украина не сможет победить Россию только на поле боя, и переговоры между Киевом и Москвой, очевидно, неизбежность. Но разговоры о завершении войны могут начаться не раньше второй половины 2025 года. Такие сроки называют в украинской разведке. Зам Буданова Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявил, что Украина в ближайшей перспективе может потерять город Часов Яр. Это лишь, вероятно, вопрос времени. Кроме того, в ГУР говорят, что сейчас Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. И уже в мае Россия применит трехуровневый план по дестабилизации Украины, говорит Скибицкий. Первым фактором этого плана является военный. У России сейчас больше ресурсов, чем у Украины. Второй фактор – российская кампания по дезинформации с целью сорвать мобилизацию и раскачать тему о политической нелегитимности Зеленского, президентский срок которого заканчивается 20 мая. И третий фактор – это кампания России по международной изоляции Украины. Наша проблема очень проста. У нас нет оружия. Они всегда знали, что апрель и май будет для нас трудным временем. Российские войска зашли на американскую базу в Нигере. О том, что путинские военные находятся на одной территории с военными Вашингтона, сначала сообщил источник агентства Рейтер. Речь идет об авиабазе 101, которую, по данным CNN, американцы и россияне использовали совместно в течение, вероятно, нескольких недель. Американские медиа сообщают, что это произошло после того, как военные, правящие в Нигере после госпереворота, расторгли соглашение, которое разрешало американским военным работать в стране с 2014 года. Всего на авиабазе находится около 1000 военнослужащих США. В Пентагоне подтвердили, что войска США и ВС РФ занимают одну и ту же базу. Я думаю, вы знаете, что авиабаза 101, где находятся наши войска, является базой ВВС Нигера, которая расположена рядом с международным аэропортом в столице страны. Россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским войскам или нашему оборудованию. И опять же, я всегда сосредоточен на безопасности и защите наших войск. И мы будем продолжать следить за этим. Но сейчас я не вижу здесь серьезной проблемы с точки зрения защиты наших сил. Россия атаковала несколько стран НАТО. О враждебных действиях со стороны Москвы, которые представляют угрозу для членов Североатлантического альянса, говорится в спецзаявлении НАТО. Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в частности, на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, и кампании по дезинформации и другие гибридные операции. И, судя по всему, в НАТО предупредили Москву. Там заявили, что будут действовать индивидуально и коллективно в ответ на такие действия России. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Кремлю придется ответить за кибератаку на политические партии страны, которую, по данным Берлина, совершила российская хакерская группировка в 2023 году.
Теперь мы можем четко приписать прошлогоднюю атаку российской группе А-5-28, которая контролируется российской военной разведкой. Другими словами, российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий. Белорусская армия сближается с иранскими войсками. В Тегеране завершились командно-штабные учения «Пояс безопасности-24», отчитались у Хренина. И обещают, что это не последняя встреча. В Минске говорят, что собираются развивать сотрудничество в области боевой подготовки с этой страной-изгоем. Интересно, что темой совместных учений Беларуси и Ирана была, внимание, борьба с терроризмом. Напомню, что Иран уже 40 лет включен в список государств-спонсоров терроризма. Правда, у Лукашенко и не сообщили деталей, с какими именно террористами собираются бороться. Являлись ли учения «Пояс безопасности» мероприятием по самоликвидации, к сожалению, тоже неизвестно. Напомню, что год назад Минск и Тегеран подписали так называемый меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами и даже план двустороннего военного сотрудничества. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы, как всегда, видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта, как всегда, ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.